Топ-5 ТВ-боксов до $50 к распродажам ноября. Это 11.11, либо Черная пятница. И это, откровенно говоря, очень классный топ для того, чтобы выбрать ваш ТВ-бокс в достаточно бюджетном диапазоне. Так, до $50 это действительно бюджетно. Поэтому на канале Технозон поехали. А мы на главной страничке нашего канала. Пожалуйста, подписываемся, нажимаем колокольчик. Помним, что у нас идет топ-розыгрыш для жителей Украины классного, дорогого телевизора. И, конечно же, ссылки на все обзоры этих ТВ-боксов, на проверенных продавцов и, главное, на купоны для распродажи лежат также в описании под видео. Начнем с последнего места. Tynix TX5. Да, Tynix W2 выбыл из топа, потому что стали ставить бэушную память, и, честно говоря, люди начали жаловаться. Даже под прошивку Slimbox есть какие-то проблемы, то слабенький Wi-Fi, то еще что-то. А здесь вот Tynix TX5, Tynix TX5 Plus, это 5 место, 2 ТВ-бокса. Я делал на TX5 Plus обзорчик, TX5 у меня уже лежит, я тоже его протестировал, и в принципе могу сказать вам свое мнение, что на родной прошивке это полная гадость. Да, прошить можно на Slimbox и начинать этим пользоваться в более-менее нормальном варианте, потому что, извините меня, за $35 именно с формулой памяти 4 на 32, AMLogic S905Y5, либо на AMLogic S905Y5M найти что-то действительно тяжело. Имеется в виду с такой формулой памяти. При том, что TX5 Plus у нас на 1000 мегабитном лане. Вот это вот немаловажный аспект, то есть это тот же самый, смотрите, Tynix TX5 обыкновенный, да, но только здесь у нас был 100 мегабитный LAN, и в принципе, вот, подождите, 2 на 16 базовый, давайте я вам сейчас покажу, 4К, Wi-Fi 6, HDR10, такого наобещали, прям сумасшедшего. Посмотрите мой обзор, все сразу поймете. Они даже не пишут про LAN. Вот уже заразы, вот уже, блин, Tynix. Любят они подскрывать какие-то данные. Но я вам и так скажу, в простом TX5 там 100 мегабитный LAN и рассчитывать на что-то, ну, откровенно говоря, глупо. Поэтому TX5 Plus и TX5, но только под прошивку Slimbox. Ну, либо другая кастомная прошивка, если она появится. При том, что Slimbox действительно развивается, какие-то исправления идут не так быстро, как хотелось бы, то уже дело такое. Но это 5 место. Да, на больше не рассчитывайте, потому что, ну, Tynix W2, когда он выпускался в нормальном варианте, да, он стоил вообще там за 28, за 26 можно было взять. А здесь, ребят, это ж не окончательная цена. Если вы закупаетесь на aliexpress.com, идете в описании под видео, используйте промокодики и будет еще дешевле. На 4 место у нас эпичное возвращение. Просто-напросто эпик. Эпик Вонтер. Вонтер X3, Вонтер X4, потому что, извините меня, да, это не 5 серии процы. Но это полноценные S905X3, даже, кстати, и Вонтер X3 до сих пор в топе, вот он вернулся, X3. Потому что на него есть чистая прошивка Югус, да, она старючая, как не знаю что там, все, но она чистая. И Вонтер X4 под Slimbox, и обе эти приставки с 1000 мегабитным ланом, на секундочку. Да, тут нет никаких фишек искусственного интеллекта. Но 1000 мегабитный LAN формулы памяти 4 на 32 можно взять, смотрите, 4 на 64, либо 4 на 128 до $50, а с промокодом будет еще дешевле. Переходите, смотрите, будет вам счастье. Вот сейчас, блин, цена изменилась, потому что на Super Deals попали. Тогда в распродаже я ее открыл. И теперь смотрите дальше. X3, это AMLogic S905X3, да, нет AV1 кодека. Но все мы прекрасно понимаем, для чего такой ТВ-бокс нужен. Под матриксы, под все остальное. И тут оно будет работать действительно неплохо. Сколько лет уже этот Tynix допилили, и охлаждение допиливали, люди их кастомизируют. Это для тех, у кого... Вот последние 4 бокса, вот эти вот, которые я говорил, да, это для тех, у кого есть прямые руки. Само собой, там какой-то автофреймрейт есть, на слиме сделанный, да. То есть это все будет работать. Но особых чудес не ждите. Не ждите, что здесь будут работать стриминговые сервисы хорошо. Не ждите, что там будет какой-то Netflix. Нет, этого не будет. Может быть даже какой-то слабоватый Wi-Fi, я вам должен об этом говорить. Но мы сейчас с вами добираемся до 3 места Kick PKP1, несменный лидер.
Сертификат до 50 баксов с формулой памяти 2 на 32 на M-Logic S905Y4. Он до сих пор здесь держится. Его действительно хорошо покупают. Это один из бестселлеров, который работает просто-напросто стабильно. Это производитель Saya Robotics, который производит ТВ-боксы для стран США, ну, вернее, для США и других там европейских стран. И, в принципе, эта платформа одна из самых удачных. Я вам скажу, что в Украине, например, Кикпи у меня на сайте, да, он продается дороже, но я, в принципе, тут предлагаю еще и официальную гарантию 12 месяцев, и плюс предлагаю еще кучу подписок в подарок. То есть он выйдет примерно то же самое по цене, как на Алиэкспресс в распродаже, если брать по стоимости подписок, и плюс еще официальная гарантия, и ждать не надо, то есть отправка в день. А так на Алиэкспресс вы можете его купить, и здесь будет, в отличие от других сертификатов, не Google TV, Android TV, поэтому он в топе до сих пор держится. И с промокодом он еще дешевле будет. И здесь DDR4 память, хорошо работающий Wi-Fi, да, 100 мегабитный LAN, но это ему абсолютно не мешает. Пульт, который позволяет управлять дополнительными устройствами, например, телевизор включать-выключать, например, там использовать какие-то там моменты управления ресивером, либо звуковой панелью, и это действительно вот TV-бокс когда-то был Nexon X10 у нас, да. Nexon X10 это был топ продаж. Топ продаж улетал как горячие пирожки, это тот же самый TV-бокс. Поэтому мы рекомендуем прям третье место. А вот со вторым местом у нас тут, честно говоря, полный трэш. Сейчас я вам когда покажу все, что там есть, вы просто охрените. Но я вам сейчас объясню всю логику. На втором месте базово стоит Rocktech GT1 UHD. 48 баксов. Я вам объясню. Rocktech это Realtek 1325, действительно с очень хорошей картинкой. Это не путайте, это не GX1 без Dolby Vision, это конкретно HDR10+, который подходит для старых телевизоров и подходит для телевизоров с HDR10+, таких как Samsung. Для старых почему имеются в виду? Потому что здесь есть технология VS10, которая переделывает картинку из, допустим, из HDR10+, в нечто подобное в SDR. Очень классная тема, при том, что здесь есть улучшение через AI-PQ и AI-SR, это апскейл, которые низкобитрейтные видео делают более четкими, и это позволяет, например, там смотреть вам это все с Dolby Atmos, там, с Dolby True HD, и действительно в пробросе звук здесь просто идеальный, то есть можно даже получить Dolby True HD Dolby Atmos через Dolby True HD, и это еще не все, тут есть Netflix, и все стриминговые сервисы будут, в принципе, работать. Хорошо, нормально, классный TV-бокс, рекомендую, даже в Украине можно купить его у меня на сайте с промокодом Технозон дешевле и с официальной гарантией 24 месяца, кстати, от Rocktech, тут мой обзорчик есть, и под кучей подарков, да, которые есть, но это уже решать вам, я ни в коем случае не настаиваю, покупайте, пожалуйста, на Алиэкспрессе с промокодом, вообще будет еще дешевле. Но дело в том, что появился такой Vontar R5, я делал на него обзор, так вот, за 30 баксов можно взять облегченную версию на Android 14, на ТВ, с некоторыми нюансами, то же самое, только без сертификата. То есть абсолютно все то же самое, только без сертификата. Без управления, конечно же, просто, например, тот же самый GT1 пультом можно, допустим, включать-выключать телевизор, включать-выключать звуковую панель, регулировать звук, либо саундбар. В R5 вы такого не получите абсолютно. И там 100 мегабитный LAN, так же, как и в этом. И есть некоторые мелкие дропы в YouTube на самых там каких-то сумасшедших видео, но это есть как есть. Я вам просто обязан это сказать. Опять же, в этих ТВ-боксах есть автофреймрейт, есть VRR, имеется в виду QMS для переключения без ухода в черный экран, такое тоже существует. И на него даже уже есть на 4 ПДА модифицированные прошивки. Вот это уже тема, вот это уже прикольчик, да? Прикол. Дальше, в этом же топе у нас идет на том же процессоре, примерно с такой же логикой, RTX 2, только здесь 1000 мегабитный LAN, и версия 4 на 32, например, будет стоить там 40-29, с промокодиком еще дешевле. В Украине, конечно же, кстати, у RTX 2 там надо и охлаждение дорабатывать, и HDR10 Plus нет, в принципе, он, может быть, кому-то не нужен. Допустим, в Украине на сайте у меня можно купить Nexon X11, который под нас делали, с HDR10+, с доработанным охлаждением, которое мы здесь уже на месте в Украине разрабатывали, делали, с официальной гарантией 24 месяца и, конечно же, плюшками там какими-нибудь. Но сам факт того, что RTX 2 тоже такой существует, и это, по сути, такая чуть апгрейдженная версия, не сертифицированная Rocktech GT1.
Чем интересен процессор Realtek 1325? Он дает изначально картинку сочнее, ну, знаете, там ярче, там она другая логика. Она выдает совсем другую картинку. По-другому Realtek обрабатывает ее. Она более сочнее, она более теплее, она более четче. Казалось бы, да, что там может выдаваться. Но при этом преимущество у Realtek есть конкретно на старых телевизорах, на телевизорах HDR, HDR10+, и, конечно же, на низкобитрейтных из-за технологии AISR. Так, у нас именно конкретно Super Resolution, он увеличивает четкость старых видео. Действительно рекомендую. Второе место, без компромиссов. Смотрим мои обзоры, на все эти ТВ-боксы лежат в описании под видео. И, конечно же, первое место. На первом месте несменные лидеры. Xiaomi TV Box S третьей генерации и Stick, TV Stick 4K второй генерации. Тут уже знаете как, на процессорах Logic S905X5M. Ну давайте начнем конкретно с TV Box S. Это Dolby Vision, Dolby Atmos, это Netflix, при этом это сертифицированный Google TV, как вот они практически братья-акробаты, да, с Wi-Fi 6, при этом нормально работающим. То есть это хороший TV-стик, хороший TV-бокс. Xiaomi обновляется, все делается с Dolby Vision, с HDR10+, Dolby Atmos, DTS:X и при этом с Wi-Fi 6. Да, это Google TV, но с Dolby Vision это единственные TV-боксы до $50 с полной сертификацией Netflix, с полной поддержкой Dolby звука в декодере, и вот это вот именно делает их первым местом. Да, кому-то не нравится память 2 на 32, кому-то может быть сам по себе Google интерфейс не нравится, да, пожалуйста, ставите Project TV Launcher, да, и пожалуйста пользуйтесь, я делал обзор на этот лончер, он отлично становится, он заменяет родной, вы там можете даже каналы рекомендаций какие-никакие завести, и тут есть и автофрейм рейт, и тот же самый AISR. Да. Тут 2,5 гигагерцовый проц, он достаточно мощный. И тоже улучшение картинки низкобитрейтных видео. И это тоже немаловажный аспект. Я сделал на него подробный обзорчик. Переходим, смотрим. Это топ-1 сейчас до $50, который можно, допустим, купить. А с промокодиком будет еще дешевле. Пишите, пожалуйста, свои предпочтения в комментариях. Распродажи скоро заканчиваются. А вы, конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.